Итогом реализации совместных белорусско-российских проектов по импортозамещению будут лишь новые санкции. Все чаще из уст чиновников звучит громкое слово «импортозамещение». Давайте разберемся, с чем это связано и какие перспективы имеет импортозамещение в Беларуси и России. Ответ на первый вопрос очень простой. Война, развязанная Россией и режимом Лукашенко против Украины, а в случае с Беларусью многочисленные и непрекращающиеся преступления диктатора против человечности стали причиной введения серьезных экономических санкций, а также отказа множества западных компаний работать с Россией и Беларусью. Соответственно, прекратился и импорт множества зарубежных товаров, комплектующих, технологий, сырья. Естественно, ни Россия, ни режим Лукашенко не намерены выполнять требования для снятия санкций, как не намерены и признавать, что именно их преступления являются причиной введения санкций, серьезных проблем в экономиках обеих стран и падения уровня жизни населения. Ответом преступников стало тиражирование мифа о беспричинно развязанной Западом против них торговой войны и успокоительная сказка про время возможностей и импортозамещения, которое якобы даст новый толчок для развития экономик двух стран. И симуляция работы в этом направлении уже идет полным ходом. Создаются рабочие группы, составляются списки необходимой продукции, изыскиваются инвестиции, проводятся многочисленные многочасовые встречи. Широко пропагандируется и рекламируется перспектива ближайшего экономического прорыва. Одним словом, видимость бурной деятельности они создают очень активно. Но существует ли шанс на успех совместных проектов Беларуси и России по импортозамещению? Меры импортозамещения могут считаться эффективными и иметь положительный результат только если импортный товар заменится товаром внутреннего производства, аналогичного качества, по цене не выше импортного и в объеме не меньше прежнего. Любой иной результат – это экономический провал. Более того, реально успешных кейсов масштабного импортозамещения в мире в принципе нет, тем более в условиях санкций. А все истории успеха локальные, касаются лишь отдельных комплектующих. Вдумайтесь, ведь импортные части не просто так использовались в качестве комплектующих, а потому что не было своих конкурентоспособных аналогов. И замена приведет либо к удорожанию, либо к потере надежности, либо к ухудшению качества произведенного продукта, а скорее всего ко всем трем этим последствиям одновременно. И это значит, что наши товары, которые и так были не очень конкурентоспособны, проиграют еще больше. Приведем пример. Страна X закрепилась на мировом рынке в качестве экспортера какого-либо конкурентоспособного товара. Но для его производства требуются зарубежные комплектующие. Эти комплектующие можно попытаться заменить, и такие успехи были. Но это очень специфическая ситуация, которая тесно связана с ориентацией на экспорт. И это точно не относится ни к Беларуси, ни к России. Очевидно, что нарастить, к примеру, выпуск тех же микросхем или другой сложной электроники не удастся не только в кратчайшие сроки, а вообще никогда. Это приведет к дефициту и производственным проблемам во многих отраслях. Госпрограммы по импортозамещению в Беларуси и России уже принимались более 10 лет назад, однако они так и не были толком реализованы до настоящего времени. Международное разделение труда родилось не просто так. Во всем мире знают и понимают, каждая страна обладает сравнительным преимуществом в производстве определенных товаров. И этим преимуществом надо умело пользоваться, грамотно, на взаимовыгодной основе, строить экономические отношения с партнерами из различных стран. Но такой возможности режимы Лукашенко и Путина сегодня лишены, ведь они изолированы от многих мировых производителей и компаний, передовых технологий и научных разработок. Развитие экономики – это про эффективность. А политика так называемого импортозамещения, что в Беларуси, что в России, основывается на мерах по замене эффективного импорта на неэффективное производство с безосновательным декларированием того, что в будущем это производство якобы станет эффективным. В такой ситуации для Беларуси и России нет другого выхода, как искать возможности для приобретения комплектующих, оборудования и всевозможных компонентов окольными путями через пока еще дружественные им государства.
государства, количество которых тает на глазах. Вероятнее всего, именно такая контрабандная или банальная ложь будут выставляться как успехи программы импортозамещения. Уверен, белорусы прекрасно помнят наклейки «Интеграл» на мониторах Acer. Примерно так и сегодня выглядит импортозамещение по-белорусски. Поэтому один из самых вероятных вариантов реализации программы по импортозамещению – это серый импорт оборудования и комплектующих из стран, которые не присоединились к санкциям. И сейчас идет активный поиск таких партнеров. Если телефоны и кроссовки так завести получится, то с комплектующими и промышленным оборудованием ситуация гораздо сложнее. Ищут возможности импорта того, что сейчас импортировать нельзя, и возможности экспорта через эти страны. Но перечень желающих участвовать в такой экономической кооперации становится очень ограниченным из-за риска попасть под вторичные санкции, особенно у стран с небольшими экономиками, потому что резкий рост внешнеэкономического оборота этих стран и резкое изменение его структуры наверняка обратят на себя внимание. И за теми странами, которые будут пытаться заменить прежних партнеров, будет уже есть контроль со стороны стран, которые ввели санкции. Особенно это касается товаров и технологий, которые имеют двойное назначение, чтобы как раз такие товары и технологии не поступали в Беларусь и Россию и не способствовали развитию ВПК. А мы ведь понимаем, что совместные белорусско-российские проекты по импортозамещению имеют конечной целью именно развитие ВПК. Никто на самом деле не собирается и не собирался импортозамещать товары для населения, особенно в условиях развязанной Путиным и Лукашенко войны против Украины. Тем временем режим Лукашенко уже предусмотрительно закрывает статистику об импорте и экспорте товаров и услуг, ведь он осознает, что подвергает опасности введения санкций на своих партнеров. Такая же участь в ближайшее время, похоже, постигнет и данные по производству. Ранее можно было сформировать выборку по экспорту и по импорту по кодам ТНВ за любой период. Теперь такая возможность исключена. Однако эта статистика не закрыта у других участников сделок. И в современном мире существует достаточно возможностей отследить всех участников подобных операций, дать им соответствующую оценку. Особенно, когда на такие действия не собираются закрывать глаза страны, которые ввели санкции на преступные режимы Лукашенко и Путина. Поэтому единственным результатом реализации совместных белорусско-российских программ по импортозамещению станет никакой не экономический прорыв, а пристальное внимание Запада и новые санкции против участников этих программ. И на очередные заламывания рук и вопрошания Лукашенко «За что?» мир даст четкий ответ: за военную агрессию, преступления против человечности и контрабанду. Со своей стороны добавим, что единственным выходом для будущего эффективного развития экономики Беларуси является не импортозамещение, а замещение преступного режима Лукашенко демократически избранным правительством и проведение реформ для роста благосостояния граждан.